Машинист Лука неожиданно заметил несколько волков, стоявших прямо на железнодорожных путях перед движущимся поездом. Вопреки ожиданиям, хищники не испугались даже после громких сигналов. Руководствуясь внутренним чутьем, Лука применил экстренное торможение. Когда поезд остановился и волки расступились, он увидел то, что они отчаянно пытались защитить. Суровая румынская область Марамуреш всегда славилась своей дикой природой и редкими человеческими поселениями. В самом сердце этих северных земель располагалась деревня Боруца, окруженная бескрайними хвойными лесами и каменистыми холмами. Единственной связью с внешним миром была железная дорога, прорезавшая чащу, как стальной змей. Лука вырос в семье железнодорожников. Его отец Тео и дед Стефан передали ему не только технические навыки, но и глубокое понимание этих мест, умение чувствовать дыхание леса, замечать малейшие его изменения. С детства Лука с восхищением наблюдал за отцом. Огромные локомотивы завораживали мальчика. Когда отец брал его с собой в поездки, Лука прижимался к стеклу, вбирая в себя красоту мелькающих пейзажей, танец северного сияния, силуэты волков, скользящих между сосен, гордых оленей на полянах. Для получения образования Лука отправился в Клуж. Большой город ошеломил его, но, несмотря на обилие возможностей, сердце Луки тянулось домой, к звездным ночам, к звенящей тишине леса. Учеба давалась легко, практические знания от отца дополняли теорию. Получив диплом с отличием, Лука вернулся и устроился в железнодорожное депо, где его с радостью принял начальник, старый друг семьи. Сначала Лука выполнял простые задачи, но быстро заслужил доверие и уважение за свои знания и интуицию. Через пару лет он стал помощником машиниста, а затем и сам водил тяжелые грузовые поезда по северу страны. Он любил свою работу. Каждая поездка открывала ему новые грани природы. Особенно он ценил зиму, когда лес окутывался снежной тишиной, замерзшие озера сверкали под солнцем, а ледяной воздух хранил запах хвои и тайны. В один из таких зимних дней произошло событие, изменившее Луку навсегда. Он вел груженный строительными материалами состав через заснеженные холмы, наслаждаясь спокойным пейзажем. Половина пути была уже позади, до ближайшей остановки оставалось 2 часа. Лука внимательно следил за путями, как и положено опытному машинисту. В кабине было тепло, тихо, играло радио, прерываемое сообщениями диспетчера. Лука пил горячий кофе из термоса и продолжал путь. И вдруг он заметил впереди на рельсах темное пятно. Сердце ёкнуло. Препятствие на пути всегда сигнал тревоги. Расстояние было велико, но интуиция уже подсказывала, что это не просто мусор или упавшая ветка. Лука сбросил скорость, напрягшись в ожидании. Руки крепче обхватили рычаги. С приближением пятно становилось все яснее. И то, что он увидел, заставило кровь стынуть в жилах. Несколько волков стояли прямо на рельсах, плотно прижавшись друг к другу. Серо-белые силуэты ярко выделялись на фоне снега. И, что странно, они не двигались, не убегали. Это было абсолютно не похоже на поведение хищников. Лука по протоколу дал сигнал. Мощный гудок пронесся по лесу, эхом отражаясь от стволов. Но волки не отреагировали. Он повторил сигнал безрезультатно. Животные стояли как живая баррикада. По инструкции, в случае, если животные не уходят с путей, машинист должен продолжить движение на минимальной скорости. Поезд слишком тяжелый, чтобы резко остановиться. Но внутренний голос мужчины взывал к другому решению. Почему они стоят? Почему не бегут? Он нажал на экстренное торможение. До волков оставались считанные метры. Поезд скрипел,
колеса визжали, вызывая искры. Лука закрыл глаза, ожидая столкновения. Но его не произошло. Когда он снова посмотрел вперед, состав остановился в нескольких метрах от животных. Волки стояли кольцом, тревожно поднимая головы к небу. Лишь убедившись в безопасности, они начали отходить в стороны, словно выполнив долг. И тогда Лука увидел то, что прятали за собой хищники. На рельсах лежал человек. Пожилой мужчина, одетый в старую лесничью одежду, пытался встать, но не мог. Его руки были прикованы к рельсам наручниками, а ноги связаны веревкой. Лицо в обрамлении седой бороды показалось Луке знакомым. Это был Мирча Чобану, местный егерь уже за 70 лет. Его знали и уважали все в округе за преданность делу и любовь к природе. Собравшись с духом, Лука вышел из кабины, вооружившись монтировкой на случай, если волки вернутся. Но звери исчезли в чаще, оставив за собой лишь следы на снегу. Он подбежал к старику. «Мирча, что случилось?» — воскликнул он, помогая ему освободиться. Голос егеря был слаб, но в нем звучала сила. «Лука, ты приехал. Они спасли меня». Пока Лука снимал наручники, Мирча рассказывал. Его выследили браконьеры, мстя за его постоянные попытки остановить их. Они избили его и приковали к рельсам в надежде, что он погибнет под колесами. «Пусть волки доедят тебя», — бросили они, уходя. Но пришла стая. Те, кого он спасал все эти годы, они стали между ним и гибелью. «Звери помнят», — прошептал Мирча, «каждый капкан, каждую перевязанную лапу». Когда старик был освобожден, Лука помог ему добраться до кабины. В тепле он напоил его чаем, обработал раны. Через рацию вызвал помощь. Станция встретила сообщение с недоверием, но вскоре выслала полицию и медиков. Когда поезд снова тронулся, Лука обернулся и увидел. Волки сопровождали состав, пробегая вдоль путей, словно провожая друга. Потом, один за другим, исчезли в лесу. Эта история потрясла весь регион. Браконьеров арестовали. Мирча поправился и вернулся к работе, еще сильнее посвятив себя охране дикой природы. Для Луки этот случай стал точкой невозврата. Он всегда чувствовал связь с природой, но теперь она стала частью его сущности. И каждый раз, проезжая тот участок, он замедляет ход, вглядываясь в лес. Иногда ему кажется, что он видит тени, молчаливых стражей холмов, охраняющих тех, кто был верен им. И тогда он подает 3 коротких сигнала, знак уважения и благодарности. Эхо уносит его послание в лес, где живут те, кто не забыл. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.